Открытие звезды в СП-906 и начало истории телескопа Джеймс Уэбб. В ходе стандартных исследований звездного неба в созвездии Феникса был открыт небольшой желтый карлик. Впоследствии он получил название ВАСП-96. В 2013 году орбитальный телескоп Супер-ВАСП обнаружил в непосредственной близости от этой звезды экстремально рыхлый газовый гигант. Предварительный спектральный анализ его атмосферы показал, что она обладает удивительной прозрачностью и практически не содержит водяного пара. В 2022 году орбитальный телескоп нового поколения Джеймс Уэбб провел повторный анализ состава газовой оболочки объекта. На этот раз с недостижимой ранее точностью. Новые данные поставили ученых в тупик. Согласно им, экзопланета должна быть окутана плотными слоями густых облаков, что полностью противоречит предыдущим представлениям. Таким образом, данные телескопа Уэбба расходятся с результатами ранних измерений, заставляя задуматься о полноте нашего понимания Вселенной. Что же из себя представляет этот удивительный аппарат, и что он уже успел разглядеть в глубинах космоса? Давайте попробуем разобраться. История запуска телескопа Джеймс Уэбб. История создания самого большого современного орбитального телескопа началась еще в далеком 1996 году. Его разработка и модернизация заняли долгие 25 лет, после чего аппарат покинул нашу планету и начал свое путешествие сквозь космическое пространство. Еще месяц Джеймс Уэбб провел в пути к точке назначения, расположенной в 1,5 миллиона километров от Земли. Так как телескоп оснащен высокоточными инфракрасными датчиками, он способен увидеть самые тусклые и далекие космические объекты, скрытые в глубинах Вселенной. Однако непревзойденная чувствительность имеет и обратную сторону. Слишком сильное излучение Земли, Луны и Солнца глушит слабые сигналы далеких звезд и экзопланет. Чтобы противостоять этому эффекту, сверхчувствительные приборы были защищены многослойным теплоотражающим экраном. Саму обсерваторию пришлось отвести подальше от крупных небесных тел и разместить возле так называемой второй точки Лагранжа, в тени нашей планеты. Тем не менее, полученные результаты стоили всех затраченных усилий, ведь Джеймс Уэбб практически с первых дней эксплуатации подарил нам множество удивительных открытий. Некоторые из них были ожидаемыми, а другие породили дополнительные вопросы. Экзопланета ВАСП-96b. К одним из таких парадоксальных исследований стал спектральный анализ ВАСП-96b, раскаленной экзопланеты с экстремально малой плотностью. Она расположена на расстоянии 0,45 астрономической единицы от своей материнской звезды и совершает полный оборот вокруг нее всего лишь за 3,4 земных дня. Согласно расчетам, масса небесного тела примерно вдвое меньше, чем у Юпитера, а диаметр на 20% больше юпитерианского. Из-за экстремальной близости к звезде температура внешних слоев объекта довольно высока и достигает около 1285 кельвинов, то есть чуть более 1000 градусов Цельсия. Экзопланеты подобного типа относятся к так называемым «горячим Юпитерам» и выделяются большими потерями атмосферы в результате воздействия звездного ветра. В ходе ранних измерений в газовой оболочке ВАСП-96b были обнаружены очень четкие линии натрия. Это было интерпретировано исследователями как признак необычайно чистой и безоблачной атмосферы. Дело в том, что согласно имеющимся моделям строения газовых гигантов, данный элемент может существовать только в глубинах планеты. Если же его следы наблюдаются на поверхности, значит верхние области атмосферы практически не поглощают свет. Предполагалось, что благодаря этому фактору сверхчувствительные детекторы телескопа Джеймс Уэбб смогут заглянуть в самые глубокие слои экзопланеты. Однако полученные телескопом сведения оказались радикально иными. Согласно им, внешние слои газового гиганта содержат обилие водяного пара. Конденсируясь в верхних слоях атмосферы, он формирует обширную дымку или плотные облака, отражающие часть падающего света. Из-за этого температура нижних слоев объекта может значительно отличаться от расчетных значений. Возможно, точность ранних исследований оказалась недостаточной, либо часть данных была неверно интерпретирована.
Также не исключено, что существует пока неизвестный фактор, способный объединить полученные результаты в единую картину. ВАСП. 96b остается загадкой, а значит, ее еще предстоит изучить подробнее. Система VHS 1256-1257. Разумеется, на этом открытия Джеймса Уэбба не заканчиваются. Например, в 60 световых годах от нас находится необычная система, состоящая сразу из 3 коричневых карликов. Эти космические тела слишком велики для планет и в то же время слишком малы, чтобы запустить стабильную термоядерную реакцию в своих недрах. Как правило, обнаружить коричневые карлики очень трудно. Их собственное излучение чрезвычайно слабое. Однако телескоп Джеймс Уэбб наблюдает Вселенную преимущественно в инфракрасном диапазоне, благодаря чему способен различать объекты, почти невидимые в оптическом свете. 2 крупнейших компонента системы схожи по характеристикам и расположены довольно близко друг к другу, на расстоянии около 2 астрономических единиц. Их общая масса немного превышает 100 масс Юпитера, а температура поверхности достигает 2600 кельвинов, около 2300 градусов Цельсия. Третий компонент системы удален гораздо дальше, примерно на 100 астрономических единиц от центра. Его масса оценивается в пределах от 14 до 23 масс Юпитера, а радиус на 20% больше юпитерианского. Температура его внешних слоев составляет около 1240 кельвинов, немного ниже 1000 градусов Цельсия. Несмотря на это, объект значительно теплее газовых гигантов нашей Солнечной системы, особенно с учетом отсутствия звезды, способной его обогревать. Необычным открытием стало то, что внешние слои данного коричневого карлика содержат не только привычные компоненты – воду, метан и углекислый газ, но и мельчайшие частицы соединений кремния. Простейшим из них является кварц. Но кроме него замечены и более сложные вещества. Считается, что они сосредоточены в атмосфере объекта в виде обширных облаков. Существование подобных скоплений ранее предсказывалось теоретически, ведь кремний – распространенный во Вселенной элемент, образующийся в недрах звезд при термоядерных реакциях. Однако подтвердить это наблюдениями удалось лишь теперь. Предполагается, что примерно 140 миллионов лет назад на месте данной системы находилось единое газопылевое облако, которое затем разделилось на 3 независимых сгустка. Вероятной причиной этого события могло стать гравитационное воздействие массивного небесного тела, прошедшего рядом с протозвездной туманностью. Примечательно, что если бы разделение не произошло, общей массы сформировавшегося объекта хватило бы для начала самоподдерживающейся термоядерной реакции. В этом случае вместо 3 коричневых карликов мы могли бы наблюдать одну крошечную звезду – туманность Киля. Разумеется, приборы телескопа Джеймс Уэбб способны изучать не только отдельные объекты, скрытые в глубинах космоса, но и грандиозные структуры, простирающиеся на сотни световых лет. Одной из таких является туманность Киля, крупнейшая звездная колыбель нашей галактики. Это яркое и обширное скопление расположено примерно в 8500 световых годах от Земли. Его масса достигает примерно 900 тысяч солнечных масс. Туманность включает не только гигантские облака межзвездного газа и пыли, но и тысячи звезд, от совсем молодых до поистине гигантских. Именно здесь находятся 2 светила, входящие в список самых ярких объектов Млечного Пути. Светимость каждого из них превышает солнечную в миллионы раз. Подобные уникальные объекты неизбежно привлекают внимание астрономов, однако инфракрасные камеры телескопа Джеймс Уэбб позволяют разглядеть в плотной пылевой дымке множество ранее неизвестных светил. Дело в том, что именно в этом регионе космоса непрерывно появляются на свет сотни новых звезд. Согласно современным представлениям, звезды формируются благодаря силам гравитации, которые сжимают и разогревают облака космического газа. В процессе эволюции протозвезда проходит несколько стадий, пока в ее недрах не вспыхивает термоядерное горение.
Эта теория подтверждается множеством наблюдений, однако многие детали данного процесса до сих пор остаются малоизученными. Порой образование новой звезды занимает миллионы лет, но астрономам не требуется столь долгое наблюдение. Благодаря инфракрасным сенсорам телескопа Джеймс Уэбб в туманности Киля были обнаружены тысячи протозвезд и молодых светил на самых разных стадиях развития. Очень важно, что все эти объекты сформировались в пределах одного газового облака, а значит, их химический состав и возраст близки. Наблюдая за ними, исследователи могут проследить процесс звездообразования во всех деталях и понять, какие силы влияют на формирование звезд. Некоторые стадии этого процесса занимают всего несколько часов или дней, и именно высокая чувствительность Джеймса Уэбба позволяет зафиксировать эти редчайшие фазы. Вполне возможно, что в скором будущем человечество сможет увидеть фотографию молодой звезды, которая только что зажглась где-то в тысячах световых лет от Солнца. Границы видимой Вселенной. Многосекционное зеркало телескопа, состоящее из 18 шестиугольных элементов и имеющее диаметр 6,5 метра, вместе с бортовым комплексом сверхточных приборов, позволяет Джеймсу Уэббу улавливать свет объектов, расположенных на самой границе видимой Вселенной. Возраст этих объектов превышает 13 миллиардов лет, что дает ученым возможность заглянуть в самые древние времена, почти сразу после Большого взрыва. Однако даже столь мощный телескоп вряд ли смог бы зафиксировать их излучение, если бы не одно уникальное физическое явление — гравитационное линзирование. Этот феномен давно известен ученым. Его суть заключается в том, что мощная гравитация массивного тела, например, галактики или скопления галактик, искривляет пространство и фокусирует свет более далеких источников, усиливая их видимую яркость. Эффект гравитационной линзы требует почти идеального совпадения множества факторов: взаимного расположения источника, линзы и наблюдателя. Поэтому подобные случаи чрезвычайно редки. Тем удивительнее, что во время наблюдений за скоплением галактик SMACS 0723, находящимся примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли, телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал свет одного и того же космического объекта, прошедший через систему гравитационных линз трижды. В результате излучение было усилено приблизительно в 20 раз, что позволило астрономам различить мельчайшие детали, которые иначе были бы скрыты за фоновым шумом. Считается, что наблюдаемый объект представляет собой крайне далекую и древнюю галактику, возраст которой оценивается примерно в 13 миллиардов лет. Кроме того, телескоп обнаружил еще около 10 звездных скоплений, предположительно сформировавшихся в период от 200 до 700 миллионов лет после рождения Вселенной. По наблюдениям, эти объекты обладают сложной структурой, на формирование которой могли уйти десятки миллионов лет. Это открытие помогает ученым уточнить современные представления о ранних стадиях эволюции Вселенной и, возможно, даже скорректировать оценку ее возраста. К сожалению, о столь древних эпохах нам известно крайне мало. Но Джеймс Уэбб уже доказал, что способен приоткрыть тайны самых первых мгновений космоса. Новый телескоп Джеймс Уэбб отодвинул границы человеческого познания к самому краю наблюдаемой Вселенной. Вполне вероятно, что прямо сейчас среди полученных им изображений скрыты десятки открытий ожести, ожидающих своей интерпретации. Между тем, миссия Джеймс Уэбба только началась и продлится еще долгие годы. Ученые продолжают анализировать огромный поток данных, а астрономы по всему миру надеются, что этот уникальный инструмент поможет ответить на самые фундаментальные вопросы о происхождении и устройстве космоса. Мы будем следить за развитием миссии и надеемся на вашу поддержку в этом долгом, сложном, но бесконечно захватывающем деле. Ведь с каждым днем Вселенная становится немного ближе.